Всем привет, ребята! Сегодня мы вскрываем посылочку. Давно не было распаковочек у нас. Посылочка интересная, очень нужная вещь. В общем, я дал за нее 588 рублей. Вообще, так эта штука, которая внутри находится, она стоила 300 рублей, плюс доставка, плюс цена пакета. В общем, давайте не будем болтать. Да, тут такая наколенная распаковка, потому столик мой обзорный занят. Не знаю, может, все что-нибудь потом как разбогатею, куплю какую-нибудь фигню. Все это как-то так делается, без лишних, так сказать, усилий, непринужденно. Если кому интересно будет, я в описании добавлю ссылку на продавца. Покупал я на Авито. Делал 100% предоплату. Она получилась дешевле, нежели Авито доставкой. Можно было Авито доставкой все это сделать, но было бы дороже, там рублей 500, наверное. А то и иногда и 900 в мой город. Но тут у меня получается доставка вообще небольшечная. Упаковано хорошо, как сами можете наблюдать, да. Пупырки, правда, нету, но такая вот штука, она тоже нормальная. Что-то там болтыхается, громыхает. Вот, собственно. Да не Джуниору. Нахрена вы меня спросите, эта штука у меня тут лежит, даже этого нету, да. Кнопки внутри, выброса кассет нету, картриджей, и нету закрывашки. Продавец сказал, могу воткнуть, там с какого-нибудь донора взять. У него, кстати, корпусов вот таких вот дохренища. Всяких разных модернизаций, моделей, форм-факторов разных. Вот, говорит, с другого вытащу, тебе сюда вставлю. Ну, у меня, в принципе, донор есть фамикомовского оригинального. Приставка, в смысле. Вот, могу оттуда снять крышку, сюда вставить. Ну, не знаю. Нужно ли он будет, потому что у меня тут будет стоять всегда флеш-картридж, поэтому не знаю, актуальна ли будет данная штука или нет. Заслонка сама. Тут наблюдаем разъемчики, порты, все дела. Можно наблюдать, это колонна от New Game, да. К сожалению, год не указан. Что-то мне продавец говорил, где-то тут вот в углу какая-то трещина или что-то, короче, скол какой-то. Я что-то приглядывался на фото, не заметил. Сейчас я наблюдаю, смотрите. То есть, вот куда винт закручивается, там как бы такой пазик, да? А здесь, смотрите, наблюдаем, да, он там белый пластик просвечивается. То есть, тут этот паз, короче, выломан. Вот. Давайте приступим, вскроем. И глянем, что там внутрях. Да, конечно, саморезов всего 2 штуки, но это не беда, это все находится легко. Гремушка такая, капец. Гремит, все болтыхается, какая-то пыль с нее сыпется, непонятная. Так, вот они кнопки, все на месте. Смотрите, угадал с первой попытки. Это сюда. Это сюда. Ладно. Давайте же... Я не знаю, вы догадались или нет. Для чего мне эта штука-то нужна? Собственно, вот для чего. Помните? Мой Франкенштейн. Это Финвайт, ревизия номер 3. Ну, либо просто 3-я ревизия. И мы сейчас посмотрим, залезет оно все это дело сюда или нет. Но оно вроде как встает, но, блин, оно как бы не до конца немного встает-то. Вот если здесь сошли... вот эти, может, мешаются. Так, ну это ладно. По сути, она должна вот к этой части крепиться. И мы видим, что вроде как все четко подходит, да?
Но единственное, что мы не сможем использовать... Так, слушайте, и reset нажимается? Подходит. А кнопка включения, к сожалению, не подходит. Она сильно... чуть-чуть глубоко. И как бы она узенькая. Она не срабатывает. Но это дело решимое. Можно просто постоянно включенным держать. И включать питанием. То есть блок питания подключил и консолька включилась. Либо что-то под кнопку подкладывать. Или оставлять вот таким способом и засовывать туда палец. Что у меня пролазит только мизинец. Соответственно, сюда будет попадать пыль всякая и дичь. Всякая ерунда. Но это, в принципе, решаемо. Стоп, а может быть я не попал просто? Нет, к сожалению, вот эта вот пипка, она маленькая, невысокая, коротенькая и не достает там. Была бы чуть подлиннее, было бы четненько. И сам этот повыше. Кстати, в новых ревизиях они эту кнопку поменяли. Может быть, написать авторам данной платы, возможно, мне на обзор дадут. Я их как бы сравню, 2 штуки. И заценим, какое у них отличие. Да, чипы как бы поменять нельзя будет, но зато все будет в корпусе, все будет красиво. И если надо будет сменить, можно вскрыть. 2 болта открутил, вскрыл, поменял и все. Конечно, хотелось бы в идеале, чтобы какие-то закрывашечки были. Открывашечки. Давайте посмотрим, как это все будет смотреться. Да, смотрится это все, конечно, печально. Но, ребята, у нас не закрывается. Я даже знаю почему. Надо пропилы сделать здесь посадочные. Вот обратите внимание, она должна утапливаться, как бы, да, но здесь плата сильно чуть шире. О, может быть, пробовать. Во! Я засунул. Легкое усилие, она плотничком туда залезла. Удивительно. И очень странно. И страшно. Что-нибудь сломается нахрен. Ну, почти села, почти. Все равно что-то тут не дает. Я даже вижу, что вот эти вот штуки упираются в саму плату. И, возможно, что-то еще. В корпусе она такая выглядит увесисто сильно. Как бы. В принципе, небольшие щели по бокам, это не так уж и важно. Надо проверить, как входит и выходит картридж. Так, сюда, это вот сюда. Приступим к тест-драйву. Воткнем китайский обычный клон. 188 в одном. Нормально. Втыкается. Кнопочка работает. Финвайт. Втыкается. Ну и, собственно, оригинальные, японские. Тоже, ну, в принципе, корпусы, они у них одинаковые, по сути-то. Как-то так. Теперь что, давайте я попробую. Сейчас вот эту штуку назад поставлю.
включено положение вкл у меня тут стоит. Закручу, и мы проверим на телевизоре, будет ли работать или нет. Ну, в смысле, доходят ли контакты плата до контактов. Плата картриджа имеется в виду. Закрутил я 2 болта. Здесь и здесь. По углам. Имеется такая небольшая щель, ну, потому что не везде болты закручены. Если приглядеться, корпус слегка грязненький, можно его еще помыть. Это я так вам показать, что нормально все подходит, даже без каких-либо там подтачиваний, всяких подпиливаний. Вот, и это, конечно, буду потом разбираться, где что подпилю, где что подточу. Вот, кнопочка сброс работает, разберусь с кнопкой включения, что можно с ней сделать, как-то надо поднять и что-то придумать, что включалось. Но я говорю, меня так, в принципе, устраивает. Еще один мой вариант. Здесь можно высверлиться и вывести светодиод, потому что не видно, консоль включена или выключена. Но это, в принципе, тоже так уже такой себе второстепенной важности. Главное, корпус. Ну что, давайте приступим к подключению. Обратите внимание, пазы все нормально, как бы зазорчики есть, все отлично, легко входит. Все втыкается замечательно. Так. Ну, давайте, я не знаю, я вот еще взял «Утиную историю», Deluxe Edition, 2 часть, 2014. Это хак. Обзор, кстати, на него, полный обзор есть на моем канале, можете посмотреть где-нибудь вот, где-нибудь вот здесь, где мой палец болтается, где-нибудь там будет подсказочка там. Ой. Так, включаем питание. У меня тут проводок запутался, я его перефигачу. Все. Подключаю я через ретроскейлер. Ну, вот, там уже что-то работает. Можете по звуку услышать. Давайте я вам хоба сразу на телевизор. Ну, в принципе, могу показать. Вот он идет, проводулина. Все туда питание. Это на Bitfunks этот скейлер. Так, фокус. Угу. Ну вот я на сброс нажимаю. Так, джойстик я же не подключил. Вот. Будем играть таким джойстиком. 15-пиновый. Так, ну вроде все как нормально, да? Джойстик работает, зашел хорошо. Проверим, нет ли глюков в самой игре. Ну, вроде нет, все прыгает. Давайте я сейчас отключу питание и включим питание, вынимем картридж, воткнем вот этот китайский многоигровку. Я даже каких-то усилий там не применяю сильных, чтобы не это. Ну, как бы сильно не давлю, чтобы он там конкретно там сел. Так, от балды какую-то включил игру, не знаю, 3-я или там какая она. По счету была. За лягушонка. Ну, такая. Нормально работает. Как бы китайский, да. Давайте еще что-нибудь включу для... Так, старт. Вот вправо. Double Dragon, к примеру. Вот, 3-й.
А, вот это 2А и 2Б, это, короче, это, по-моему, сражение, если я не ошибаюсь. Между собой можно драться, там выбираешь внутриигровых героев. Ну, вообще там чуваков всяких разных. Не только главных героев. Так, у нас же тут... А, вот как-то я прыгнул. Ну да, нормально все работает тоже. Давайте последний попробуем. Вынимаем питание, вынимаем это. Да, конечно, с этим немножко запарки такие. Но я вам говорил, что я буду использовать вот этот вот флеш-картридж. Точнее, я его использую часто. Я его воткнул так вот. И все, он у меня отсюда, можно сказать, не будет и вылазить-то. Поэтому актуальность заглушки вот этой для картриджа, да, которая отсутствует, я не знаю. Для меня она не актуальна. О, тут что-то стояло. Ну, давайте что-нибудь на бум там. Вот, кризис какой-нибудь там. Ой, блин. Кризис Форс. Не знаю, что это. Название интересное. От Konami. Зона 1. Ну, как видите, все работает. Работает замечательно. Картинка у меня с этим битфанксом не трясется на телевизоре. Кстати, на записи есть небольшие подергивания, но это уже издержки моей карты захвата. Это нужно чисто авишную, скорее всего, авермедию. И тогда, ну, кому как удобнее, я думаю, нужно авишную. А у меня HDMI-евская. У меня входные сигналы именно только по HDMI. А есть чуть модель похуже, она, по-моему, то ли в 30... Какие-то ограничения по FPS у нее были. То ли 30 кадров, то ли не Full HD было. Я точно не уверен. Уже не помню точнее. Вот. И она снимает как по аудио-видео сигналу, то бишь RCA. И можно подключать HDMI-ку. Но что-то в ней было хуже, почему я вот эту вот HD-шную выбрал. Ой, этот 4K. По-моему, у нее просто есть пропускная способность 4К. Вроде по FPS. В общем-то, как-то вот так вот. Все работает, все замечательно. Единственная кнопка питания не функционирует, приходится каждый раз передергивать, вытаскивать питание, чтобы сменить картридж. Но в моем варианте я вам говорю, что у меня будет флешак, мне это, в принципе, и делать не нужно будет. Там, не знаю, в исключительных каких-то вариантах, если я, допустим, захочу поиграть вот в это, ну, именно вот в это, потому что у меня все тут игры, у меня вся база данных дандюшных вот этих, там, Famicom, кому как удобно, Nintendo Entertainment System, NES, и не S, как это правильно уже язык, не буду коверкать слова. Вот. У тебя, короче, база данных у меня есть, любая игра, любую игру включил, поиграл. Что с переводом, что хак какой-нибудь. То есть, вот, картриджи, можно сказать, для меня уже не актуальны. Чисто для коллекции я себе их оставлю, уже выкидывать ничего не буду. Иногда хочется просто вот на оригинале. Допустим, я уток, если буду проходить, сейвов здесь нету. Как проходить этот хардкор, я не знаю. Но коллекцию хотелось именно вот полный комплектный вариант такого вот картриджа. Поэтому я его купил. А на сегодня все. У микрофона был Консольный Эко. Спасибо за просмотр. Оцените видео, ставьте лайкосы, либо дизлайкосы. Подписывайтесь на мою группу в канале. Добавляйтесь, друзья, в Steam. Кстати, можете добавляться в Карифаны на Nintendo Switch. У меня есть онлайн-подписка. Можно чем-нибудь на двоих поиграть, там, на троих, на четверых. В зависимости, какие игрушки у вас есть, какие у меня есть. Ну, на этой веселой ноте я с вами прощаюсь. Еще услышимся. Джаны. Пока-пока.